Алло. Здравствуйте. Да, день добрый, да, Яндекс Такси беспокоит. Смотрите, там мне не заехать во двор, потому что у вас техника здесь чистит снег, убирает сугробы, вот. Поэтому я остановился, если с арки выйти с правой стороны, метров 30. Подождите, а что это за дела? Что вы ожидания там поставили? И что, при чем сугробы? И что мне эти сугробы? Мне помочь их убрать, что ли, вам, или что? Нет. Что сервис, я не пойму. Нет, я не очень понял. Так, хорошо, а вы мне что предлагаете? Ну... Так вы, во-первых, зачем ожидания поставили? Во-вторых, вы как-то сами решите, даже я вам деньги плачу, не вы мне, как бы. Я же вам в карман не лезу. Как бы. Нет, ну вы в карман мне не лезете, да, но есть же, как сказать-то, я не знаю, обстоятельства непреодолимой силы, да? Ну представьте, я не знаю, завтра потоп будет, такси вообще к вам не доедут, понимаете, они плавать не умеют. Ладно, вы где уже стоите? У меня очко сейчас отмерзнет. Очко отмерзнет. Я сказал, если выйдете с арки, то я с правой стороны нахожусь. Все, короче. Очко у него отмерзнет, блядь. Охренеть. Нормальный, нет, чувак? Я чё, говорит, должен? Чё он сказал там? Снег помочь убрать? Чё, блин? Да. Люди на отходниках новогодних такое творят, что прям пиздец. Не сесть, не встать. О, не мой пассажир. Здрасте. Здрасте, на разъезжую, да? Да. Че у вас за сервис в натуре такой? Зачем вы ожидания поставили к нему? Лишние пару соток, что ли, нагреть хотите мне? Вы не выходите. Это Да, стоит да денег. как я стою тут, очко себе мороженое. Ну, у вас в программе же, наверное, видно, где машина. Вы видите со двора, что у вас убирают, там, я не знаю. Ну, а мои-то какие тоже трудности. А вот так, если так чисто по сути... Пристегнетесь, может быть, сейчас? Это обязательно? Обязательно. Блядь. А вот так, если чисто посудить, если бы я сейчас себе там что-нибудь отморозил, и кто бы сейчас за меня работал, и вот эти потерянные деньги, кто бы мне воспринял? Ваше Яндекс Такси или что там у вас, блядь? Не так люблю, когда люди говорят в мое Яндекс Такси, оно не мое. Будет сегодня ваше, блядь. А сегодня мое будет? Ну, вы просто, ну хорошо, давайте эмоции уберем, вот логику включите. Вот просто включите логику. Вот вы, предположим, таксист, вы приезжаете на заказ, дырка, куда надо проехать, закрыта, не проехайте, неважно чем. Сугроб упал, инопланетяне приземлились. Вообще пофиг, чем закрыто. Что вы будете делать? Я же не таксист, я чем могу? Я себя как могу на другое место поставить другого человека? Я же не таксист, как бы, я, блядь, деньги плачу, братуха, бля, и на нюх как-то туда, блядь, присяду. То есть мне лучше с такси заканчивать, короче, раз я не справляюсь. Да, конечно, бля, здоровый мужик, бля, в кино бы шел, у тебя борода такая, как Конора Макгрегора. Как у Конора Макгрегора. В натуре в кино, что ты в кино не будешь, знаешь, ты здоровый мужик, такси, нормально получается? Ну, получаю, да. Я ж объясняю, что, ну вот, есть варианты, когда есть варианты, а есть варианты, когда нет вариантов. Бля, жарко стало, от твоих речей, бля. Так это хорошо, зато ничего не отмерзнет. А вы переживали. Да. Сейчас все согреется. А если отмерзнет, можно будет написать в Яндекс, и они пришлют запасную часть. А заявление можно написать, что отмерзло? Нагреть вас бабок нормально. Нагреть с нас бабок. Почему с нас-то, я не понимаю? Вот с меня конкретно, почему? Ну, короче, ты ж такси, да? А у вас Яндекс Такси. Ну, блин, Яндекс Такси. Ну, это все совмещается для меня. Яндекс Такси, объясняю еще раз, это доска вот на улице, где можно подойти, написать слово хер и уйти. Ай, бля. Понимаешь? Ты хохмач, братуха, честно. Ну да. Короче, блядь, все через жопу это валить надо отсюда. Он просто не мог не поаплодировать, да, чуть-чуть на встречку. Чуть не снес, блядь, знаете, я в туре жалобу. Я пишу 5 звезд, я тебе точно не поставлю. Да я реву просто, вот честно. То есть я просто реву в душе. Бля, что-то, бля, шутки шутками, там в натуре, бля, я себе чуть очко не отморозил, то сейчас чуть не шел. Чуть не считается же, не отморозил же. И я не въебался, правильно, поэтому надо расслабиться. А третий раз сейчас что, блядь? А третий все будет нормально. Не, все хорошо будет. Ты интересный. Все будет хорошо. Водитель, конечно. Да, я необычный водитель. Сколько там бабок надо будет? 150 рублей. 150. Пиздец, да.
Дорого, да? На 150 тысяч ты мне чуть должен сейчас не встрял бы. Фига себе, я столько не зарабатываю. Ну прикинь, а пришлось бы зарабатывать, личная мотивация тебе. Я понял, был бы должен, расписали бы на 30 лет, как ипотеку, и платил бы по 200 копеек в месяц. Все нормально. Прохавал, да, юридически? Конечно. Да я чё, кого-то только не возил. И чё, давно ты работаешь? 5 лет. Чё, лучше ничего, как не вариант, ничего? А почему? А мне вообще огонь. Мне вообще огонь. Особенно такие попадаются всякие там, на мозги тебе капают каждый день, как я сейчас, наверное. А у меня уже иммунитет. Я специальные таблетки пью, чтобы не реагировать на это. Что за таблетки? Транквилизаторы. Ага, я думал, лирика там что-нибудь. Не, у меня на это здоровья не хватает. Ай, бля. В отличие от некоторых. Слушай, ты что, бля, на меня что ли? Нет, конечно. Вообще на молодежно-российскую. Смотри, бля, так сказал в натуре, в отличие, как будто я сейчас под лирикой сижу, обсадился. Че там, долго ехать? Че? 3 минуты 17 секунд. О, то есть секундомер. Точность люблю. Как Новый год праздновали, хорошо? Новый год тебе интересно? Нет. Честно? Бля, жестко было, конечно. Да? Жестко. Одним словом, я тебе просто сейчас весь расклад расскажу, у тебя впечатление, бля, на неделю останется. Ты просто, тебя будет, если ты накинешь мне на ход ноги чисто, чай, сигареты, я, может, тебе расскажу, как бы, и это, ну, тебе понравится эта история. Ты можешь, потом ее где-нибудь запиши, можешь там выставить, я не знаю. Потому что у меня такая интересная житуха, братуха, что, блин, информация от меня стоит денег, я тебе так скажу даже. Вот так, да. Вот так бывает. Я не потяну тогда, наверное. Ну, скорее Мы же всего, таксисты да. мало зарабатываем. И на дне лежим, поэтому тяжело шевелиться в этом направлении. Так что как-то пока так. Ты-то что, сам как спраздновал? А я работал. Надо же детишек кормить. Вот это, знаешь, ты Мурада, который а вот это, Лично нет. А, но видел YouTube? Да, видел. Что, попадались тебе такие пассажиры? Постоянно. Весело, поэтому, да, работаешь тебе. Очень. Что не день, Аукс есть, то концерт кстати? Comedy Club. Аукс, кстати, есть? Аукс? Аукс? В натуре я что сразу я не вспомнил. Аукс, давай включим, не хватит. А мы уже приехали, минута осталась. Мы пока будем подключать уже все, да. Мне сейчас за поворот налево и привет. Что-то бы я нос заложил, я тебе скажу так. Нос заложила. Ну что? Ну что, не имеет? Ну, а это от чего может быть? Ты не подскажешь мне случайно? Я Пока я тебя, не подскажу. пока я тебя ждал, походу, я и заболел. Думаете от этого? Да. Не. У меня думаю, как бы... Я думаю, что это просто может быть какая-то аллергия на излишество нехорошее. Или хорошее. Я как бы деньгами не сру, ты мне, может, блин, хоть на капли пару бумаг накинешь, нет? Нет. За поездку я заплачу, это ладно. Как бы. У меня чисто на поездку осталось. А что, накинь в натуре мне? А что у тебя тут есть? Капли есть у тебя в нос? Капли в нос? Нету. Есть капли в другое место. В смысле, бля, понял? Что, бля? Ну, баллончик газовый из перца. Давай нахуй, что, бля? Но я только в редких случаях это делаю. Потому что я чувствую, сейчас больше так... у людей может быть аллергия, астма, там еще что-то. И потом они от баллончика, когда им попадает в лицо, они мне похуй, мне твои шутки не нравятся. Они в травматологии все покрываются какими-то синяками. Смотри сам, не покойся, что за нифига себе Ладно, ну шутки. Какое место ты мне хотел заявить? Да ладно, все нормально. У тебя фантазия, я смотрю, хорошо. А я же не про вас, я же просто рассуждаю. Че как ребенок отмазываешь, в смысле не про вас? А как взрослые отмазываются? Взрослые не отмазываются, взрослый мужчина, бля, скажет, пойдем 1 на 1 выйдем, бля. Слушай, ты 1 на 1 вывезешь, нет? Пойдем 1 на 1. На 1 на 1. На 1 на 1, блядь, на 3 на 1. Прям как теннисный матч мы приехали. Че, приехали? Да. Повезло тебе, короче. 150 рублей. Слышь, блядь, за такой разговор тебе что, 150 рублей еще давать, блядь? Да. Пиздец, что-то у меня особо нет желания, я тебе скажу. Надо, чтобы оно появилось, я думаю. Нет? А что, ты меня зальешь, что ли, блядь? Не знаю. Но мне бы не хотелось.
Не хотелось? Потому что потом машина будет проветриваться. Открой нахуй, не хочу тебе платить ничего. Серьезно? Серьезно? А потом поговоришь, тачку открой, бля, не хочу тебе ничего платить. Пиздец, Она разговор. открыта. Че так смотришь, бля, чуть не заплакал, блядь, и сверху, бля, сигареты часик купишь, бля, ты в натуре бедолага, бля. Давай, да, не обессуй, бля, из чего, бля, ебаная жизнь. Давайте. Сигареты? Я не курю. Молодец, бля. 150 рублей поездка, дал 100 сверху. То есть вот за эту 100 я выслушал все вот эти, сука, масхиляю Зарюкента, за ним петляет мент. Вот эту херню всю, блядь. Но зато обошлось без газа, мы получили все, что могли, все, что смогли, и все хорошо, поэтому чё? Лучше так, чем по-другому, потому что когда это заканчивается тем, что слышь, бля, Мурата, знаешь, мой брат, сейчас это, блядь, шерсть не шерсть, блядь, вот это вот овчина не овчина, и денег нет, сушите весла, блядь, а так, в общем-то, нормально все произошло. И так как я действительно на таблетках после ковида, успокоительных, мне, конечно, тяжело сейчас взрываться, вот так вот душить там, и все остальное. Так что все будет хорошо. Поехал работать дальше. Надеюсь, сегодня будет поменьше таких долбоновогодних пассажиров. Поехали.